Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Ну что, продолжаем нашу распаковку. Значит, вот здесь лежат игрушечки, которые были в коробке, которые мы не успели посмотреть в предыдущем видео. Вот здесь я уже приготовила следующую коробку. Ну и будем тоже развлекаться, заглядывать, что в этих конвертах. Давайте начинать. Начинать открывать и смотреть, что же мне здесь пришло. Что-то вот такое совсем плоское. У меня сегодня просто Рождество, день подарков. Подчеркиваю, эти игрушки в основной своей массе я покупала в конец прошлого года, начало этого года. И только вот сейчас я их получила. Открываю с таким трепетом, потому что не знаю, что и где и как. Вот она, белочка из пластины алюминия в роскошном сохране. Есть у меня такая рыбка и, кажется, сова. Будет на елке, вот на той елке, что я вам говорила, которую я украшу вот в стиле предвоенным. Там будут игрушки, начиная с 1937 года до начала Второй мировой войны. Вот такой вот раритетик появился у меня. И смотрите, даже нет окисления. И там вот вместе с белочкой продавались вот эти вот тоже вот снежинки Мосс кабеля. Еще даже, смотрите, не утеряли свой вот этот вот золотистый медный блеск. Очень часто окисляются, делаются такие темненькие, а эти прям здесь вот бумажечка, у кого я покупала. История на наших глазах. Распаковываем. Обещала, но не сделала, не укоротила эти бумажки. И здесь что? Ах, автомобиль. Довольно, друзья, часто встречается эта игрушка в разном окрасе. Но вы знаете, как вот сапожник без сапог. Так вот я коллекционер тоже мне. Вот щедный болещик, как говорят поляки. А вот такой простой игрушки, так, что-то не так с фокусом, у меня как раз и не было. Когда я ее приобрела, коллекционеры с Украины удивились, говорят: зачем ты купила автомобиль? У тебя что, нет автомобиля? Я говорю: представьте себе, у меня нет автомобиля. И вот теперь он у меня есть. А у меня вообще нет автомобиля. Права есть. А вот я их получила, спрятала далеко-далеко, глубоко-глубоко в шкафчик и сказала так, что будет намного-намного беспечнее, если Светлана, девичья фамилия Халецкая, никогда не сядет за руль автомобиля. Это будет выигрышный вариант для всех. Для пешеходов, участников движения и для меня. Я что-то сразу поняла, что это, друзья, не мое. И лучше уж таким, как я, за руль не садиться. Многие женщины прекрасно водят автомобили, но я человек нетерпеливый, резкий. Я не умела как-то плавно сдвинуться с места. Я как-то вот двигалась этим автомобилем, как будто бы я на каких-то ралли, на каких-то гонках. Жу. Это просто какой-то ужас. Инструктор, помню, там сидел. Потом, когда я получила права и пару раз сидела, была за рулем, вот, а муж был рядом, он тоже, он сидел, он говорит: мама дорогая, я так, как-то я так нервно, так резко водила автомобиль. Может быть, из меня получился бы хороший автогонщик, но вот так вот, как участник дорожного движения, я была очень опасным человеком. Глиночка, мою коллекцию глиночек. У меня есть очень подробное видео о истории глинки, о технологии производства. Кого интересно, приглашаю посмотреть. Что-то тяжеленькое такое. Интересненько знать, что это такое тяжеленькое. Что это? Сейчас. Я знаю, что это.
это будет опять рябина. Да, потому что я сразу приобрела у одного покупателя, они были выставлены 2 рябины одним лотом. И вот таким образом теперь у меня их 4. Ну вот рябины, винограда, потом вот, например, снегиречки, вот эти на прищепке, редкие-редкие матовые. Их никогда много не бывает. Рябины и снегиречков должно быть на елке много. Но снегирьков у меня пока что только 4. Теперь я говорю только 4. Когда-то я мечтала об одном, единственном. Потом, когда появился один, мне говорит знакомая, знаешь, они прекрасно смотрятся, когда вот так вот на елке, на веточке стайкой сидят. Ой, как я мечтала об этой стайке. Ну и теперь у меня небольшая стайка, 4 штучки, но есть вот такая вот рябина. И сохранился листик. А давайте так, пока мы сюда давайте заглянем в конверт. Тут же чудные вещицы. Достаю, но все, конечно, сразу показывать не буду. Вот эта вот открытка, но меня просто поразила своей красотой. Называется «Подружки». Я ее когда купила, и она пришла по адресу в Киев, там, где собираются все мои покупки. И вот знакомая посмотрела и тоже в нее влюбилась. И знаете, что я сделала? Я нашла вторую такую открытку и купила ее уже в подарок этому человеку. Вот такие вот подружки. А сзади, посмотрите, тут же весь раритетик. Сзади. Дорогая Аня, спасибо вам за письмо. Я была 2 в театре и очень мне понравилось. Скоро Рождество и скоро мы увидимся. У нас стала зима, только снегом мало. Целую, ваша Нина. И отправлена была эта открытка в город Петербург. Кто у нас из Петербурга? Идите на улицу Броницкая, 15, вот в квартиру номер 7, ее высокоблагородию Анна Павловна Горбунова. И дата отправки 13, 11, 13. Кто видит? Это 13. Значит, 13 год, ноябрь, 15 число. Отправлено из Калуги. Я, конечно, стараюсь всегда покупать открытки подписанные, дружочки. Почему? Я не особенный коллекционер открыток, но если я уже их покупаю, то эта открытка должна быть, я стараюсь, чтобы она была подписана. Во-первых, кто не в курсе, кто не в лодке, среди коллекционеров, вот если мы возьмем, вот предположим, что это одна и та же открытка, да? Предположим, вот одна и та же. И вот это вот не подписанная, чистая, а вот это вот подписанная и прошедшая почту. Так вот, открытка, подписанная и прошедшая почту, имеет намного более высокую ценность. Именно подписанные и прошедшие почту. Обожаю читать, обожаю исследовать эти открытки, узнавать, кто же этот человек, кому она была отправлена, потом, кто же человек, который отправлял. Вы не представляете, сколько я сделала открытий. Эти открытки, ну просто источник знаний, истории, когда углубляешься. У меня была такая задумка снять серию таких видео. Вот есть у меня одна открытка от военнопленного Первой мировой войны австрийца в Австрию. И там вот просто Ирбит, и вот здесь написано «Жив-здоров» и подпись, и кому, и от кого. Все, больше ничего. На основании вот этих крошечных данных я изучила всю судьбу человека, от его рождения до смерти. Я изучила историю России. Мне вначале стало интересно, что за город Ирбит. Изучила историю города Ирбита. Изучила историю
судьбы военнопленных в царской России, посмотрела протоколы заседания там этой местной думы. Потом, представляете себе, от родственников этого человека, этого военнопленного, я получила его дневники, ну, конечно, в электронной форме, переводила их с немецкого на русский. Это был такой занимательный путь. И кем же потом, пройдя все эти невзгоды, стал этот человек? Ему удалось вернуться в 22 году, вы представляете, Первая мировая, плен, потом в стране революция, они все в этом заколоте. Ой, ребятушки, это так интересно. Я, конечно, постараюсь снять это видео, ой, это потом прочтем. Есть у меня подписчики, которые обожают вместе со мной читать текст, тоже узнавать куда, кому и как. Вот, немножко отвлеклись, все-таки нужно отвлекаться от игрушек. Вот эти вот остальные мы будем смотреть по ходу. Вот такие вот подруженьки. Авторы игрушки, не игрушки, а открытки. Все это нужно снимать отдельное, подробное видео. Обязательно. Ой, я восторгаюсь. У меня есть такие открытки. Вот, с другой стороны, знаете как? У меня вот какая-то чуйка, честное слово. Открыток же подписанных, старых, дореволюционных, много же продается, правда? И вот я когда начинаю их смотреть, да, и вот я не знаю почему, думаю так, куплю я вот эту вот открытку, да, вот скажем, вот эту вот. Вот куплю я эту открытку. Тут поздравления сзади с Новым годом. Здесь просто собаки. Ну, вроде бы ничего такого особенного, редкого. Вот чуйка. А потом, когда эта открытка приходит ко мне, и когда я углубляюсь вот в текст и в адреса, оказывается, то я купила открытку какого-то писателя, то я купила открытку какого-то деятеля, то я купила открытку, отправленную какому-то графу. Вот совершенно основываясь только и исключительно, как я говорю, на «мене торкнуло». Вот торкнуло меня что-то. Я приобретаю. И потом ни о чем не жалею. А перед нами, я думаю, очередная, друзья, глиночка. Да, вот она, красавица. И вот еще. Кажется, простые, но они такие нежные. Мне нужна елка, вот эта вот лавсановая. Именно на лавсановой елке прекрасно видна красота и нежность глинки. Как бы мне ее раздобыть? Где бы мне ее добыть? Кто бы подарил? Вот это что касается подарил. Я не люблю, когда, например, вот кто-то дает объявление о продаже игрушек и не указывает цену, да? Вот, звонишь к такому человеку, заинтересована, хотела бы приобрести, скажите, пожалуйста, сколько эта игрушка стоит. А мне говорят, предлагайте цену. Ненавижу это. Если ты продаешь, ты уже более-менее знаешь, сколько бы ты хотел за эту игрушку получить. Правильно? Правильно. Тогда я говорю просто, подарите. И вот они такие вот врасплох. Ну а что это за вопрос? Предлагайте. Сколько бы я ни предложила, все равно человек будет желать больше. Тем более он уже в голове там где-то сложил какую-то цену. Глиночка. Такая вот сосулечка. Как они были сделаны. Вот из глинки есть технология каустик. Это глинка. Тара-ра-ра-ра-ра. Приглашаю к тем видео, где я о глинке, повторяюсь, много-много чего рассказывала. Ну, а теперь будем доставать игрушки. Ой, сейчас, дружочки, чтобы чего-то не расколотить вот с этой коробки. Давайте вначале часть вытащим, коробку в сторону, потому как я думаю, что, конечно же, все мы не сможем в этом видео открыть. Тут что-то крупненькое. Что-то здесь крупненькое. Мац. Даже не догадываюсь пока. Сейчас мы все узнаем. Пленочка.
Все ко мне прилипло. Как же тут завернуто это все. Дрын-дрын-дрын. Очень старательно упаковывает игрушки мой дружочек. Ай, какой домик! И опять же полупрозрачный. С одной стороны заснеженный. Это подарок. Спасибо тебе, солнышко. Прекрасный. Посмотрите, волшебный домик. Ой, такой крупненький. Какой. Сколько здесь подарков не счесть. Потом, наверное, когда я сосчитаю, что мое, а что подарено, то подарки будут в преимуществе. Щедрая ты моя добрая душа. А здесь. Тарарарара. Это вот если вот так вот, без этой пыпочки, это был бы кувшин. А вот с этой пыпочкой, это вот такая игрушка. Фонарик, сосулька. Сосулька-фонарик. Представляете? С фосфорным рисунком. Какая нежность. Какая красота. Ой. А слабо всю елку нарядить фонариками, сосульками, шишками, чем-то таким вот похожим. Что-то я заболела здесь, эти снежинки. И самое главное, вот это ж вот белка. Белка ты наша мускабельная, алюминиевая, красавица, не окислившаяся. Ну, красота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо быстрее. Так, пока я тут борюсь, вы вон там конфеты угощайтесь. А я бы... Ой! Так, расколоти сейчас все. Буду быстренько распаковывать. Подарок. Я сразу, как только вижу полупрозрачную игрушку, я сразу знаю, что мне ее подарили. Зная мою страсть, любовь к полупрозрачным игрушкам. После моих видео многие, наверное, кто даже не обращал никогда внимания на эти игрушки, теперь, находясь где-нибудь на барахолке, будут на них обращать внимание, потому что они излучают какой-то вот совершенно сказочный блеск и свечение, друзья. Ну хоть бы еще вот эти вот 3 игрушки открыть. Балую я вас, балую. Очередная полупрозрачная игрушка. Ай, ну спасибо тебе. В этой простоте, в этом блеске и вся магия. Как я их люблю, эти полупрозрачные все игрушки. Сосульки, домики, фонарики, фигурки. Ну, они просто сказочные. Просто сказочные. Ребята, не проходите мимо. Встречаются. Покупайте. Просто посмотрите на них. Вот моими глазами. И вы поймете, в чем вся прелесть. Корзинка с мухоморами. У меня ее не было. И вообще корзинок у меня мало. И вот человечек мне ее подарил. Сохрана люксовой. Мухоморы от доброго, светлого, щедрого человечика. Спасибо тебе, солнышко. Спасибо. Ну, я надеюсь, что мои подарки тебе тоже понравились. Надеюсь. Правда, конфет я купила 6 килограмм конфет польских. Кстати, польские конфеты, друзья, очень вкусненькие. Секунда. Так, о чем я говорила? Я включила паузу, чтобы размотать больше вот этой вот бумаги. Очень вкусные польские конфеты. Так вот, я там, ко всему прочему, купила 6 килограмм разных польских конфет.
И что вы думаете? Пока пришло время отправлять посылку, я эти 6 килограмм слопала, и мне пришлось идти еще раз покупать конфеты. А вот это вот, смотрите, как она прекрасно смотрится вот с этой игрушкой. Ну ты даешь, ну ты даешь. Всегда получаю от этого человека прекрасные подарки. И очень часто помните звезду Москамель. Или вот даже в этой распаковке. И вот этот вот и Ивасик Телесик, ватная игрушка. И другие. Ой, сколько, или эта корзинка. Эти полупрозрачные игрушки. Крупненькая штука. Такой вот добрый человек. Кого я познакомила с этим человеком? По блату, как говорится. Еще никто никогда мне не написал или не позвонил и не сказал: Светлана, вы нас посадили на мину, это неответственный человек. Все в восторге, все просто в восторге. Вот так, как я сейчас восторгаюсь. Впервые вижу такую игрушку, такую снежинку. Можно до речи, друзья, потерять. Полупрозрачная. Ай-яй-яй. Ай! Какая красота, посмотрите. Ой. Ой, сейчас заплачу. Какая красота, друзья. Мамочка. Как можно радоваться вот такой вот простоте? Ой, современные, современные. Что же вы такие все современные? Красивые, блестящие, но бездушные. Ах, на этой восторженной ноте завершу это видео и иду снимать следующее, дальнейшее. Распаковка. Боже, какой калейдоскоп. Пока-пока, друзья.